это самое криминальное место. Здесь нет ничего святого. Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Солнечного Маньяка. Ну а мы, в свою очередь, располагаемся в маленькой мастерской Европе. Именно в этой маленькой и, казалось бы, такой незаметной стране впервые проложили во всей Европе железные дороги. В этом выпуске мы будем изучать столицу этого неоднозначного государства без собственной идентичности, которое, казалось бы, состоит из двух совершенно диаметрально противоположных частей. Мы узнаем, какие места стоит посетить в Брюсселе. Мы узнаем, как Брюссель объединяет в себе и нидерландскую часть, и французскую. Почему в этом городе два языка и почему именно Брюссель стал столицей Евросоюза. А пока ставьте лайк этому ролику, подписывайтесь на мой канал. Мы начинаем. Но для начала нам нужно добраться до этого города в самом сердце Европы. Обрадовавшись дешевым билетом сюда, мы предвкушали комфортный перелет и несколько часов отдыха перед нашей прогулкой. Тогда мы даже не подозревали, насколько глубоко ошибались. Ну что ж, дорогие друзья, в это сложно поверить, но я бы никогда не подумала степень подготовки, как говорится, что, оказывается, аэропорт в Брюсселе находится в другом городе. Это жесткий обман, на самом деле находится в абсолютно другом. И что могу сказать, первое впечатление – цены на транспорт, причем как общественные, так и такси. Про такси я вообще молчу, никто его не осилит. Это 150 евро, особенно если едете ночью. Общественный транспорт не менее дорогой, как говорится, но, да, шаттл не менее дорогой, но варианта другого нету, поэтому спустя час вот мы наконец-то уже в настоящем, как говорится, Брюсселе, а не в опасном криминальном французском городе. С горем пополам, через плохо освещенные улицы из наркоманов и пьяниц, мы все же добираемся до дома, чтобы потом на следующее утро взглянуть на город свежим взглядом и поменять о нем свое мнение. Брюссель, пожалуй, единственный город, в котором распространены в одинаковой степени, должны быть, по крайней мере, оба языка. Да, как мы знаем, что Бельгия разделена на две части. В одной части, в северной, преобладает, конечно, голландский язык, а в южной части преобладает французский. И, казалось бы, да, столица должна объединять все это, но, судя по вывескам и судя по многим местам, все-таки немножечко, чуть-чуть больше кажется здесь французского, да, чем голландского. Но хотя бы спасибо на том, что существует некий паритет, существует толерантность, потому что если вы приезжаете, допустим, в какую-нибудь северную часть, где люди, фламандцы, да, говорят на нидерландском, то даже на сайтах вы заметите такой легкий флер дискриминации, потому что французский язык идет иногда на втором, а в некоторых случаях даже на третьем и на четвертом месте, да, после английского и других международных языков. Хотя, казалось бы, да, люди находятся и живут в одной стране. Лингвистическая и региональная дискриминация в рамках такой маленькой страны настолько сильна, что количество пар, где мама, например, является валлонкой, то есть жительницей франкоговорящей части, а папа – обитателем голландоязычной Фландрии, не превышает 1%. Все дело в накопившихся друг другу обидах. Примерно до 19 века вся экономика страны держалась благодаря Южной Валлонии, тогда как Фландрия была провинцией. Но 2 века назад все кардинально поменялось. Во Фландрии открыли порт и начали добывать полезные ископаемые, озолочая регион, тогда как Валлония пришла в упадок. И теперь фламандцы считают валлонцев настоящими паразитами, которые живут за счет работящего севера. История Бельгии, конечно, она выдающаяся, потому как, несмотря, помимо того, что Наполеон оставил здесь свой след, причем не очень благоприятный, поскольку он здесь все разрушил, здесь же было объединенное государство, объединенное королевство между Нидерландами и Бельгией. И когда Венский конгресс объединил эти две страны, а напоминаю, что Нидерланды – это протестантская страна, в то время как Бельгия преимущественно католическая. Это вызвало невероятный протест в обществе, потому что начались очередные религиозные войны. Действительно, как только в 1815 году распоряжаться территорией стали голландцы, тут же начались нападки как на католическую церковь, в которую ходили и верили жители юга страны, так и на французский язык в целом. Таким образом, голландцы и протестанты получили все лучшее, а валлоны остались за бортом. Все это в конечном итоге и привело к госперевороту. Мало кто может подозревать, но именно в этом ярчайшем на данный момент месте
появилась настоящая бельгийская революция, которая, между прочим, случилась гораздо раньше, чем известная всему миру Парижская революция. Люди пришли сюда на представление, смотрели замечательный спектакль, в котором прозвучали строчки «Боже, храни наше Отечество». Все это смотивировало людей выйти на улицы и, наконец-то, побороться против надоедливого нидерландского протестантского правительства. Так Бельгия стала независимой страной, и то самое объединенное Нидерландское королевство все-таки развалилось. Несмотря на удачную попытку переворота и обретения независимости, голландская династия провела серию атак на бельгийские города с целью возврата территорий под свой контроль. Но все было тщетно. Пострадали только многочисленные церковные и архитектурные постройки, разрушения которых запечатлели в своих работах местные художники. Ну что, друзья, мы находимся сейчас в городском музее, и на самом деле он мне просто во всех смыслах напоминает музей моста в Праге. Кто еще не смотрел мой ролик, пожалуйста, обратите на него внимание. Здесь вы можете не столько познакомиться с историей, я бы сказала, сколько изучить всю скульптуру, архитектуру, скажем так, вот эти составные элементы, из которых строилась, например, Гранд-Плас, из которых строились многие соборы в Брюсселе. Первое, на что можно обратить внимание здесь, это не только любопытные результаты раскопок, но и произведения искусства, которые наглядно показывают, как выглядел город в разные исторические периоды и как переживал все самые страшные и драматические моменты. Ну что ж, друзья, вот, пожалуйста, можете посмотреть на те самые церкви брюссельские, которые были уничтожены из-за религиозных войн. Интересно, что далеко не все уничтоженные церкви Бельгии – дело рук голландцев. Задолго до Венского конгресса Бельгию хотел захватить Наполеон, поэтому местное историческое наследие значительно пострадало и от рук французов. Обращаем внимание на то, как происходила бомбардировка города. И получается, что вся вот эта площадь Гранд-Палас, она была просто отремонтирована и построена заново после французской бомбардировки. Несмотря на многочисленные разрушения, некоторым религиозным постройкам города все же удалось неплохо сохраниться. Например, главному собору Брюсселя, в который мы и направляемся. Ну что ж, дорогие друзья, как можно пройти мимо этого шедевра, мимо этой жемчужины? Это, конечно же, одна из главных церквей, и она единственная открывается действительно рано, поэтому, если у вас есть время, вы должны обязательно сходить в это место. Это не только пример, да, вот этой архитектуры, свойственной Центральной и Западной Европе, но также это то самое место, которая занималась очень долгое время благотворительностью, спасала детей, спасала раненых во время Второй мировой войны и других войн. Поэтому основатели этой церкви, да, это люди с добрым золотым сердцем. Поэтому мы, конечно же, идем смотреть, как же это чудо выглядит внутри. Этот храм выделяется не только своей красотой и изяществом, но и тем, что происходило здесь в незапамятные времена и сейчас. Так, именно здесь располагаются мощи святой Гудулы, золотая чаша Леопольда I и животворящий крест XIV века. Именно тут проходили похороны выдающихся лиц государства и венчания членов королевской семьи. И хотя преимущественно Бельгия, как и Брюссель, были местом христианского оазиса, следы других вероисповеданий и общин можно также найти здесь, гуляя по улицам города. Мы прибыли к синагоге. Да, несмотря на то, что здесь все-таки преобладают католические храмы, синагоги здесь тоже есть. Но мы не ожидаем того, что она будет открыта, поскольку даже все, что не кошерное и все, что не иудейское, сегодня закрыто. А время 9 утра. Ну, в принципе, типичные выходные, да, в европейской столице. Вообще ничего пока не открыто, если честно. Пока город медленно просыпается в свой законный выходной день, можно попробовать то, без чего сложно представить себе Бельгию в принципе. Ее сочные, тающие во рту вафли, количество видов которых здесь просто поражает воображение. Вот так выглядит, как говорится, утро настоящего сладкоежки, или сахарный диабет уже не за горами. Но как здесь можно сдержаться, если на каждом шагу тебя подстерегают такие соблазны? Как говорится, типичная, самая обыкновенная вафля в Брюсселе или в Бельгии на ваш вкус и цвет. Нет, друзья, у меня сегодня не слипнется. Не завидуйте. Эта вафля так и называется – брюссельская.
Стоит это сахарное удовольствие, конечно, дороговато, но это все потому, что место эстетичное, да и находится в центре. Только благодаря наводкам от местных мы поняли, что брюссельская вафля далеко не самая вкусная, да и в нескольких метрах от центра попробовать ее можно на полцены дешевле. Ну что ж, дорогие друзья, лайфхак номер один. Как говорится, буквально несколько шагов, полшага от центра, и вы уже можете попробовать вафлю, которая будет стоить практически в 2 раза дороже, но и будет не менее вкусной. Перед вами новая лиежская вафля, которая выглядит совершенно иначе, и она немножко другими ягодками, как говорится. Попробуем и поймем, какая же между ними разница. Она, между прочим, горячая, в отличие от той, которую мы пробовали. И она, конечно, не уступает ей, единственное, здесь меньше шоколада, но мне уже сказали, что якобы вот эта вафля гораздо более сладкая, чем брюссельская. А вот обманули, если честно, потому что она с кислинкой. Это место в нескольких шагах от центра города прекрасно на самом деле не только благодаря вафлям, но и благодаря спокойствию, в которое здесь можно ненадолго погрузиться. Если вы хотите немножечко отдохнуть от центральной городской суеты, то, конечно, лучше всего приходить в этот замечательный квартал. Посмотрите, практически никого, но вот эти милые, приятные домики, тоже здесь кафешки, тоже здесь такой фонтанчики, парк, церковь, все как надо. Ну а если хочется почувствовать колорит города и окунуться в его кипучую жизнь, достаточно просто немного прогуляться. 5-10 минут, и вы уже возле дома правителей столицы Евросоюза. Ну что ж, дорогие друзья, как говорится, а сзади то самое здание человека простого и житейского, такого самого обыкновенного бельгийского короля. Иногда он находится здесь, иногда это место доступно простым смертным, но не сегодня. Тем не менее, как говорят очень многие люди, здесь можно его встретить за чашечкой кофе, за поеданием вафелек в любом свободном месте. Ну, как говорится, куда нам до европейских ценностей и до европейских королей. Сказочной атмосфере и солнечной погоде в Бельгии, как и в других странах Северной Европы, долго радоваться не принято. Ведь дождь или сильный ветер обязательно заглянут в гости и испортят людям праздник в любое время года. Мы пробираемся под грудами просто этого замечательного бельгийского дождя. И что можно сказать? Мы находимся в районе Гран-Плас. Почему так называется? Да, потому что в этом районе жили в основном купцы, ремесленники. Как бы сейчас тоже можно обнаружить огромное количество здесь лавочек, ремесел и так далее. Вот. Но помимо этого есть и кафешки, очереди вот такие. Люди просто никогда не видели картошку фри. Это действительно чудо. Поэтому, да, вот такая она перегруженная площадь. В это сложно поверить, но на месте нынешнего центрального района столицы Гран-Плаца в 12 веке находилось настоящее болото. Все торговые лавки, рынки, хлебный дом, где хранились съестные резервуары этого места, все это возникло так же, как Санкт-Петербург при Петре I. К сожалению, к концу 17 века действиями французской армии большая часть построек была уничтожена, но уже меньше века спустя богатые гильдии вложились и восстановили площадь, возведя здесь здания в стиле французского короля Людовика XIV. И хотя король Леопольд II, дурно прославившийся ужасами в Конго, планировал разрушить Гран-Плац, мэр города сумел отстоять архитектурный ансамбль, благодаря чему сегодня он причислен к объектам наследия ЮНЕСКО. У нас прямое включение из Брюсселя. Вот она, настоящая атмосфера, да? Погода дождливая, людей много. На Гран-Плас не разойдешься, как говорится. Как еще выглядит этот лайв? Вот теперь уже по-настоящему, да, без вот этой фейковой картинки. Это все из-за дождя, на самом деле. Обычно там не разойдешься, да? Да, одно золото вообще. Настоящее, да, не пластик в этот раз. По-настоящему, как говорится. Ой, честно, уже выучили все улицы практически. Несмотря на то, что мы здесь сколько? Меньше дня, мы уже знаем, в какую сторону примерно ориентироваться, куда идти. Да, вот, еще не всех писающих личностей посмотрели, да, но, в принципе, уже близки к этому моменту, да. Мы сейчас идем к самой главной достопримечательности, конечно же, ловушки туристов. Мы идем к тому самому, да, человеку, которого сложно рассмотреть. Так сказать, это брюссельская русалочка. Вот, это маленький пис. Несколько переполненных кварталов, узких переулков, и вот мы на месте, и
И это все? Он реально настолько маленький? Ну что, друзья, нам сегодня очень повезло, потому что Манекен Пис или писающий мальчик сегодня приоделся специально для нас, как говорится, и вокруг не так много людей из-за того, что достаточно дождливо, как говорится, но вот она, та самая достопримечательность, ради которой многие сюда едут. На момент нашего прибытия мальчик был символично одет в костюм репортера. Однако, как выяснилось, даже у этого бронзового чуда есть личный модельер, ассистент и дизайнер, поэтому образ его в ближайшее время может кардинально измениться. Смотрите, оказывается, тут парад целый происходит, просто показ мод, подиум, потому что вот можно посмотреть, когда там его переодевают. У него своя система, да, то есть некоторые мальчики, которые не писающие, вот так вот на памятнике, плохо одеваются, а вот этот вообще модник, молодец. В этом же музее, где мы рассматривали исторические и культурологические находки Брюсселя, можно найти целый этаж, посвященный известному на весь мир мальчику. Именно тут находится комната, где его одевают, и его огромный гардероб, которому могут позавидовать многие заядлые модники. Так, друзья, вот посмотрите, как на самом деле могут одевать писающего мальчика. То есть на все случаи жизни разные есть костюмы на самом деле. То есть если вы приехали, и он в одном костюме, то не переживайте. В другой раз он может быть абсолютно другим. И вот есть еще его комната, где его одевают. Первоначально скульптура появилась примерно в 15 веке и за все время существования пережила несколько покушений. Так, в середине 18 века статую украли британские солдаты, 2 года спустя – французские, а в 1817 году на мальчика покусился беглый раб, а в 60-е годы прошлого века бронзового малыша не просто украли злоумышленники, а сломали и выбросили обломки в воду. С этого момента оригинал, точнее собранные по частям обломки мальчика, выставили неожиданно в этом музее, тогда как туристов на улице обрекли на осмотр копии скульптуры. Друзья, хотите лайфхак? Как увидеть оригинал без очередей? Посмотрите, мы в музее, и это настоящая статуя Манекен Пис. Вот она. В этом музее, в музее города, нет очередей, вообще нет никого. И никто не знает об этом. Обратите внимание, никто не знает, кроме нас. Только мы знаем, что здесь оригинал. И хотя этот справляющий нужду мальчик принес городу свою мировую славу, Брюссель с радостью представляет своим туристам и других испражняющихся личностей. Правда, чтобы найти и полюбоваться всеми из них, нужно еще их поискать, ведь они разбросаны по разным местам города. Так, друзья, угадайте, в какой стране находится писающая девочка. Ваше предположение? Здесь? Нет. Конечно же, вот здесь. Фигурка девочки была установлена уже относительно современным скульптором в 80-х годах прошлого века. Ее водружение на этом месте объясняется 2 целями. Во-первых, желанием потроллить успех и славу Манекен Писа, а во-вторых, соблюдением гендерного равенства. Да, видимо, только изображение писающих людей обоих полов может помочь этого достичь. Не так ли? Угадайте, где я сейчас нахожусь? Нет, это не окраина Брюсселя. Нет, это не другой какой-то город. Это просто картина, называется «Отойти минуту от писающей девочки». И уже 0 туристов, 0 человек, просто никого. Тишина, покой и абсолютное отсутствие шума, толп, фоток, видео и так далее. Вот и все. Простая арифметика посещения любого места. Ну а для полного гендерного, мультигендерного и небинарного и, в общем, неважно, паритета, вот вам еще одно справляющее нужду существо. Друзья мои, еще одна девушка, писающая, которая не занимает очереди. Посмотрите, никого вокруг. Один человек, хорошо, и все. И вот она, пожалуйста, писающая собака. Данное произведение скульптурного искусства было заключительным в триаде юмористических памятников города. Интересно, что статуя намеренно изображает собаку смешанной породы, чтобы подчеркнуть мультикультурализм Брюсселя. Гуляя между писающими существами, у нас возникло классное предложение. В городе есть писающая девочка, есть писающая собака, есть писающий мальчик. Но почему-то вот для этого не хватает такого парного ансамбля писающие туристы, особенно после пива, которое вы выпиваете. Что думаете? Пишите в комментарии, не хватает ли действительно Брюсселю этого штриха, да? Не хватает ли этой композиции. Поэтому, если много будет комментариев, если много будет лайков, я обязательно напишу обращение мэрии этого города
со своим гениальным предложением. Если вы думали, что на этом забавные и вычурные памятники закончились, вы глубоко заблуждаетесь. Во-первых, Бельгия является родиной комиксов и известных во всем мире смурфиков, чьи изображения можно найти на стенах города. А во-вторых, как вы поняли, с чувством юмора у местных творцов здесь точно все в порядке, поэтому забавных вещей вам точно не избежать на своем пути. Брюссель и в целом Бельгия – это столица странных памятников. Вот посмотрите, пожалуйста, памятник мусоровозу, который сделан из готических элементов, как говорится. Подо что только здесь не используются церкви, друзья мои. Пока что это самый богохульный город на земле, который я встречала. Странным можно считать и смешение архитектурных стилей города. Несмотря на то, что большая часть построек выполнена в стиле архитектуры 18-19 века, дома Брюсселя постепенно попадают под страшные лапы не менее страшного термина под названием брюсселизация. Символ брюсселизации – это вот то здание, которое рядом вот стоит. Так. Видите, брюсселизация – это когда новые постройки поставили в центре города, и они соседствуют с такими старинными. И вот город выглядит, все считают, очень ugly, бельгийцы, потому что Из-за того, что смешали эти, да? много смешали стили и много поставили таких новостроек из стекла. И хотя в Бельгии должно быть, казалось бы, достаточно средств, чтобы поддерживать всю архитектурную красоту, стройки и реновации идут здесь довольно медленно, из-за чего местным приходится экстренно выкручиваться. Так, ну что, друзья, как говорится, если вы не хотите строить, если вы хотите просто сделать вид, что у вас обыкновенная застройка, да, вот здесь как в центре можно вот такие дома, например, сделать. Первый раз такое вижу, фейковая фасадная застройка в старинном таком готическом стиле. На самом деле ар-деко, модерн и другие интересные дома встречаются здесь все чаще в центральной, то есть исторической части города, и все реже на его окраинах. Ведь бетон и известные всему СНГ панельки гораздо более бюджетный в использовании материал, и поэтому многие места и здания Брюсселя совсем не отдают ароматам Бель-эпох. Ну что ж, друзья, посмотрите, какая замечательная европейская готическая архитектура поджидает нас впереди. Вот она. Северная станция, как говорят, самая криминальная вообще станция города. Поэтому, если вы приезжаете в Брюссель Северный, пожалуйста, делайте это не ночью, не вечером. Сейчас плюс-минус здесь нормально. Но в ночное время здесь улица красных фонарей, наркоманов, и вас могут очень легко ограбить. Вокруг вас поджидают не только небоскребы, но и вот такие вот унылые панельки. Этот вокзал действительно является одним из самых криминальных мест города. Однако, обходя стороной даже его, в Брюсселе тяжело чувствовать себя в полной безопасности. Некоторые районы города, находящиеся в получасах езды от центра, такие как Схарбек и Моленбек, давно стали пристанищем исключительно для мигрантов стран Ближнего Востока и Северной Африки. По статистике, все террористы, устроившие атаки в Брюсселе и в некоторых других городах Европы, являлись выходцами из этих мест. Специально на неприятности мы не нарывались, однако станцией воспользоваться пришлось, и опыт этот оказался весьма сомнительным. Ну что ж, друзья, пока редкий момент, все-таки удалось взять в руки телефон. Вот такая вот безопасная столица Евросоюза. Дело в том, что если вдруг у вас когда-нибудь будет автобус с северной станции Брюсселя, если вдруг когда-нибудь у вас там, я не знаю, Фликсбас, или вы куда-нибудь отправляетесь оттуда, потому что это очень популярная станция для отправления, то есть почему бы не сделать автобусную главную остановку именно на северной станции Брюсселя? Запомните, друзья, это самое криминальное место, и если вы вытащите там телефон, если вы начнете там снимать, у вас этого телефона не будет. Поэтому, если вы смотрите это видео, значит, я добралась, значит, у меня ничего не украли, значит, я жива, здорова, да, я жива, здорова, меня не изнасиловали, не убили, и никаких ценностей меня не лишили. Запомните, станция Норд, северная, в Брюсселе. Пожалуйста, будьте осторожны. Выбравшись с горем пополам из этого места, мы все же протестируем не такой сомнительный вид транспорта Брюсселя – метро. И хотя проезд здесь нельзя назвать дешевым, он все равно считается одним из самых бюджетных видов передвижения. Вот оно, та самое метро, как говорится. Как вы все думали, с крысами, грязное или еще что-то. Попалась нам хорошая станция. Вот, в принципе, работает даже до 12, то есть можно уехать, и этим мы сейчас, в принципе, занимаемся.
когда мы чувствуем, когда мы слышим разные гневные высказывания по поводу Евросоюза, о том, что стоит ударить по, следом идет Брюссель. Поэтому сегодня мы, конечно же, отправляемся в то самое ненавистное место, в центр принятия решений – Брюссельский Европарламент. Данное место удивляет не только своими функциями, но и своей доступностью. Здесь, в этом деловом квартале Брюсселя, располагается Европарламент и музей, передающий историю Евросоюза и всех важнейших решений, которые были приняты этой организацией. Именно здесь согласовывают общие военные и гражданские расходы в Европейском Содружестве. Именно здесь, в этих стенах, решают, что делать и как реагировать на современные войны и конфликты, вирусы и кризисы мигрантов. Все, от цен на колбасу и хлеб до выдачи виз выходцам из тех или иных стран, все решается здесь. И посмотреть на эти безграничные залы может любой желающий совершенно бесплатно, предварительно забронировав тур. Что ж, друзья, вот мы находимся в самом парламенте. Каждый человек может это посетить место. Всем выдают такой аудиогайд, и вы с ним ходите по разным комнатам. Можно выбрать экскурсию там на час, можно на 1,5 часа. И это на самом деле очень круто, потому что объясняет концепцию парламента, того, как проходит голосование, того, кто собираются, в каких штаб-квартирах. Это очень классно. Интересно, что штаб-квартира Евросоюза располагается также в Страсбурге и в Люксембурге, но именно Брюссель принято считать главной точкой сбора для еврочиновников. Ведь Бельгия по разношерстности своего этнического и религиозного состава очень уж напоминает сам Евросоюз, где более промышленно продвинутые страны Северной Европы объединены для общего блага с туристическими и фривольными государствами Европы Южной. И лучшие умы всех точек Союза решают поистине важные проблемы. Европа – единственная организация в мире, которая очень обеспокоена природой. Потому что только в Европе вы можете найти дурацкие абсолютно бутылки, у которых не отдираются крышки, например. Вот, поэтому вы можете посмотреть, как Европа становится цветущим садом, как они заботятся о спасении животных, природы. Вообще, просто супер. Цветущий сад. Действительно, последние мировые события, можно сказать, наглядно продемонстрировали, что современному Европарламенту можно только с тоской и ностальгией оглядываться на силу и мощь Евросоюза времен его создания. Ведь если тогда слова чиновников цветущего сада могли остановить стрельбу на любом конце земного шара, сегодня разве что они смогут остановить производство пластиковых пакетов, вредящих нашей природе. Ну что ж, дорогие друзья, как говорится, уникальная возможность почувствовать себя настоящим членом самой бесполезной организации в мире, между прочим, целого Европейского парламента. И тем не менее, посещение такого места дает понять, как формировалось Содружество, какие вызовы удалось разрешить совместными усилиями и как Евросоюз расширялся, принимая в свои объятия новые государства. Что думаете о Евросоюзе и Европарламенте вы? Верите ли вы в их силу и мощь? Делитесь своим мнением в комментариях, а мы пока идем исследовать другие уголки Брюсселя. Ну что ж, дорогие друзья, вот такое замечательное здание. Сейчас это фудкорт. Раньше это было питейное заведение, но здесь сейчас оно, в принципе, тоже является питейным. И недавно его восстановили. Оно существовало, было перестроено с 19 века. И помимо того, что здесь фудкорт, здесь можно отдохнуть, хорошо провести время. Здесь также есть мини-музейная экспозиция. То есть вы можете посмотреть, как выглядело это место раньше, полюбоваться фотокарточками замечательными и посмотреть на различные горшки и все, что было найдено здесь, в этих местах. Конечно, прогулка по всем этим местам и питейным заведениям знатно пробудила в нас аппетит. Как хорошо, что Бельгия славится не только своими высококалорийными десертами, но и другими, не менее жирными, но такими вкусными блюдами. Ну что, мы пробуем местную кухню. Вот такая замечательная, мясная кухня. И дополнение, вместо хлеба, как говорится, картошка фри, не французская. Ну и, конечно, после такого сытного ужина грех не отправиться за десертом. На этот раз еще одним всемирно известным бельгийским чудом – шоколадом. Гуляя по центру, ты чувствуешь себя героем из фильма «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», ведь тебя повсюду окружает сахароза. Так, ну что, на все случаи жизни, как говорится, разные виды шоколада.
Изначально шоколадная лихорадка, связанная с вывозом какао из Латинской Америки в Европу, обходила Бельгию стороной. Однако уже в XIX веке бельгиец Жан Нойхаус решил заняться производством шоколада. Он буквально поселился в своей лаборатории и начал экспериментировать со всеми вкусами, выводя новые и новые формулы. В 1912 году ему удалось совершить прорыв, сделав первый шоколад с начинкой из миндаля и обжаренных в сахаре орехов. Этот шедевр кондитерского искусства назвали пралине. Супруга экспериментатора тоже подсуетилась и разработала специальную упаковку для этих сладостей. Их изобретение было запатентовано, а бельгийский шоколад с тех пор является одним из самых популярных и вкусных в мире. Пробовали ли вы бельгийский шоколад? И какой вообще шоколад вы считаете лучшим в мире? Пишите в комментариях, а мы пока пойдем наслаждаться еще одним бельгийским шедевром – фантастическим бельгийским пивом. Такая атмосфера, мы находимся в традиционном бельгийском баре, как говорится. Вот такое здесь количество, на самом деле, людей. Пьют просто все, поэтому, когда вам говорят, что русские самая пьющая нация, не верьте и проверьте лучше Брюссель и Бельгию. Барная культура – это часть местного ДНК в Брюсселе. Как только наступает закат, толпы жителей города и туристов отправляются в настоящий пивной тур за атмосферой, танцами и разговорами по душам. Друзья, как говорится, моя типичная вечерняя порция, да, если вы находитесь в Бельгии, как бы 1,5 литра в одно рыло, почему бы и нет, как говорится. Так, пишите, с какого лучше начать. Я, пожалуй, начну со всех вместе, поэтому за ваше здоровье, как говорится. Если вы думаете, что на этом посиделки заканчиваются, вы глубоко заблуждаетесь. Брюссель предлагает провести время в своих лучших ночных клубах, многие из которых располагаются в прямо-таки совсем экзотических местах. Если вы думаете, что Брюссель – это то самое место, где можно просто потусоваться, выпить пиво в классном баре или ресторане, то нет, вы глубоко заблуждаетесь. Здесь нет ничего святого, поэтому выпить пиво, потусоваться и найти свою вторую половинку можно даже в святая святых, а именно в католической церкви. Казалось бы, куда уж богохульнее. Ну а отговорка «мама, я сегодня на ночную службу» заиграла новыми красками. Не правда ли? Именно поэтому сегодня мы отправляемся в это самое место. Единственный клуб города, где можно потусить в католической церкви. Ну что ж, друзья, чудо просто физики и всех законов природы. Конечно же, местная бельгийская Эйфелева башня. Многие скажут, что лучше всего посещать ее в первые часы утра, как говорится, до прихода туристов. Но нет, мы считаем, что лучшее время это сейчас, как говорится, практически в полночь, потому что она зажигается всеми цветами и видно могущество этого замечательного атома. Некоторые скажут, некоторые экскурсоводы и специалисты говорят о том, что построил эту замечательную модель в честь экспозиции, которые были очень модны для 19-20 века, человек с русскими корнями. Так это или нет, мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Но известно точно одно, что это место является визитной карточкой Брюсселя. На этой визитной карточке города мы заканчиваем наше путешествие по Брюсселю, городу настоящих контрастов, где Европарламент граничит с кварталами мигрантов, а воздушные вафли и фантастический шоколад с карманниками, писающими существами и непростым союзом между такими разными обитателями столицы Европы. Ставьте палец вверх, если вам понравилось это видео, делитесь своими впечатлениями от Брюсселя в комментариях. Ну а мы поехали изучать нашу планету дальше. Пока-пока!